Итак, после Петрозаводска мы не стали сразу возвращаться домой. Решили отправиться дальше, чтобы пересечь полярный круг и увидеть северное сияние. Вероятность увидеть это явление было 100%, и мы не могли упустить этот шанс. Дорога привела нас в Кемь, город у Белого моря. В Петрозаводске мы останавливались в удивительной квартире музея. Ее гостеприимная хозяйка пригласила нас в Кемь и порекомендовала нам место для ночлега. Этот гостевой дом не просто укрыл нас от северного ветра, но и по-настоящему согрел. Здесь пахло теплом, уютом, чистотой и деревом. Уютная двухэтажная планировка создавала атмосферу сказочного домика. На первом этаже небольшая кухонная зона и уютный диванчик, который ждал нас, чтобы дать нам немножко отдохнуть. На втором этаже располагались две кровати, идеальный уголок для детей, где можно было зарыться в теплое одеяло и засыпать под треск дров в печи. Главное чудо этого дома – настоящая печка. Она наполняла все пространство мягким, живым теплом, которое окутывало, как теплый плед после долгой дороги. Этот дом стал для нас маленькой северной сказкой, в которой путешественники находят тепло, уют, уединенность и, конечно же, тишину. Утром следующего дня перед нами стоял непростой выбор – вернуться домой или отправиться дальше, на север. Мы, конечно же, выбрали север. По пути мы искали стелу «Полярный круг», которая раньше стояла слева от трассы, но так ее не нашли. Лишь на обратном пути, поздней ночью, нам удалось разглядеть камень с надписью. Но тогда мы лишь увидели въездной знак границы Карелии и Мурманской области и поняли, что полярный круг мы все же пересекли. Пересекая полярный круг, не забудьте загадать желание. Ведь это граница, где начинается магия севера, полярный день и ночь. А это озеро Имандра, крупнейший водоем Мурманской области, расположенный в западной части Кольского полуострова. Береговая линия озера изрезана, образуя многочисленные заливы, известные как губы. Это как раз молочная губа. Озеро никогда не замерзает по причине сброса теплой воды с Кольской АЭС. Благодаря этому оно стало идеальным местом для разведения ценных видов рыб. Когда едешь дальше на север, особенно за полярный круг, деревья постепенно редеют, становятся ниже, скрюченными, похожими на карликов. А потом, видимо, условия становятся слишком жесткими, остается только тундра. Не без приключений, но мы все же добрались до Мурманска. Итак, по прогнозам, вероятность увидеть северное сияние была 100%. Мы не могли упустить такой шанс и отправились в Мурманскую область, сняли уютный домик на базе отдыха, затаив дыхание, ждали чуда. Но, видимо, не в этот раз. Ночь тянулась долго, звезды сияли в морозном небе, а мы ждали и надеялись, всматривались в горизонт и, наконец, измученные ожиданием, уснули на рассвете.
А ранним утром, когда солнце пробивалось сквозь снежные облака, пришло сознание, это не конец, мы обязательно еще вернемся. Вернемся, чтобы все-таки увидеть это северное волшебство. Оно нас ждет где-то там за горизонтом, в другое время, и когда-нибудь оно вспыхнет над нами в полной тишине над бескрайними просторами севера. Ветер несет запах соли и стали, портовые краны тянутся к облакам, а где-то на стоянке дремлет огромный ледокол, готовый снова прокладывать путь сквозь арктические льды. Это и есть величественный Мурманск. Город чем-то напоминает Владивосток. Улицы то взмывают вверх, то стремительно спускаются вниз. Здесь мы нашли отличную кондитерскую пекарню, которую я вам советую от всей души. Пироги, булочки, слойки, сочни, восхитительные эклеры с помадкой, корзиночки и разнообразные пирожные на любой вкус. И, конечно же, огромный ассортимент разнообразных тортиков. Я попробовала несколько изделий, но мне очень понравились сочни с ягодой и сочни с творогом. А еще в Мурманске мы нашли самую вкусную шаверму. Купили ее в разных местах, качество везде оказалось отменным. Затем мы отправились на морской вокзал, чтобы увидеть символ мощи советского судостроения и освоения Арктики – первый в мире атомный ледокол «Ленин». Он был построен в 1957 году и стал не просто судном, а настоящей легендой. Сейчас выведен из эксплуатации и стоит в порту. В настоящее время он преобразован в корабль-музей и открыт для посещения. Уже к вечеру того же дня мы отправились обратно домой. Видеть весь день низкое солнце, а ночью низкую луну было очень непривычно. В поисках отеля мы добрались до города Сегежа, но арендовать жилье не удалось.
решили поехать дальше и дотянуть до следующего города. Так мы оказались в городе Медвежьегорск и познакомились с замечательной Светланой. Я случайно увидела этот гостевой дом и решила позвонить. Было уже 2 часа ночи. Ответила Светлана и без проблем сдала нам комнаты в доме. Светлана, спасибо большое вам за все. От всей души благодарю вас. На Пионерском шоссе остановились пообедать в кафе, которое нам очень рекомендовали. Здесь действительно очень уютно, а витрины и подносы очень чистые, изделия и все блюда очень вкусные. Булочки с брусникой очень вкусные, очень хорошее тесто и сама начинка. А еще очень порадовали калитки. Мы взяли их с собой, чтобы угостить родных. Мы были очень рады, что нашли калитки, правда, не в Петрозаводске. А это одно из самых красивых мест Карелии, который зимой превращается в настоящий северный дворец изо льда и камня – Рускеала. Если летом здесь впечатляют бирюзовые воды карьера, окруженного мраморными скалами, то зимой пейзаж становится по-настоящему волшебным. Это Рускеальские пещеры, где за дополнительную плату проводят экскурсии, создавая сказочную атмосферу. А для тех, кто не хочет только любоваться красотой, но и активно провести время, здесь есть экстремальные развлечения. Ну а главная достопримечательность – это замерзший мраморный каньон. Его отвесные белые скалы, припорошенные снегом, выглядят очень величественно и таинственно. Это Марморик, один из хранителей горного парка. Его зовут Туки. Каждый марморик хорошо спрятался на территории парка. Когда в следующий раз поедете в парк, попробуйте найти всех сказочных героев. Завершая тему вкусной шавермы, я хочу сказать, что и у нас есть такие вкусные места. Самая вкусная для меня шаверма оказалась в городе Кировск, Ленинградской области. В нашем городе я тоже пробовала шаверму практически во всех заведениях, но такой качественной и вкусной, как здесь, я не нашла. Дети тоже попробовали и оценили. Самый главный показатель для меня – это чистота на кухне и свежесть продуктов. Память о человеке, который помог нам тогда продолжить путь. Он всегда был далеко и в то же время рядом, и даже сейчас остается с нами в каждом километре дороги, в каждом новом путешествии и в каждом шаге к мечте.